Рекомендую всем подписаться на мой второй канал. Добро победит зло. На этом канале я буду публиковать правду, также писание Библии и не только. Все добрые дела будут здесь. Итак, всем привет. Сегодня будем делать аналитику на мое второе видео. Прошла неделя, когда я решил прийти в эту квартиру снова. После моего первого визита я был поражен, что на самом деле существует паранормальная активность. Признаюсь честно, около 4 суток не мог был в это поверить. Даже, признаюсь, начали сниться плохие сны. Искатель призраков. Тут был Эдик. Вроде сказал, что сделан свет. Сейчас проверим. Что-то он тут ремонт поделал. Опять кошелек свой оставил. После того, как я зашел в квартиру, я решил снять с себя курточку, чтобы не было жарко. Я подготовился морально, настроился, убрал все страхи и решил вам рассказать историю этой квартиры. Свет уже есть у нас. Я решил сразу проверить кухню и несколько комнат. В этой квартире 3 комнаты и 2 балкона. 1 кухня и 1 туалет. Квартира довольно большая. И когда происходили какие-то непонятные звуки, я не всегда успевал доходить до определенного места. Но скажу вам честно, иногда даже просто не хотел на это обращать внимание. После того, как Эдик сказал, что он сделал свет, я решил его везде включить. Я не знал, какое зло таится в этой квартире, что скрывает темнота. По Эдика словам, эту квартиру он сам недавно купил. Я вам, ребята, все расскажу, что к чему. Ну и так далее. Ладно, я уже не буду, наверное, обращать даже внимание на эти стуки. Когда опять начались первые проявления, я даже не заметил, что опять потушился свет в комнате в коридоре. Я специально оставлял его включенным. Но у меня была главная цель рассказать вам всю историю этой квартиры. Здесь жить, но не получается. Очень сильно жалуются соседи, потому что, говорят, постоянно какие-то звуки, стуки, грохоты, вот это вот хлопанье дверьми. Иногда приезжает сюда, как видите, делает ремонт, уезжает, бо он здесь ночевать не может. Говорит, страшно, капец. Он приезжает сюда вот так вот утром иногда, может там сил набраться, что-то сделал там. Со светом, конечно, не так уже страшно, я уже более подготовился. Конечно, даже не увидел, что полетел. Опять эти двери в комнату грохают. Я решил сильно не обращать внимания на то, что сейчас происходило. Я пришел с целью показать, и Эдик меня попросил рассказать историю этой квартиры и что здесь происходит. На тот момент мы сами еще не знали всех деталей, какие были квартиранты и что здесь происходило. И у нас по плану вместе с Эдиком стояла задача это узнать. Здесь я сейчас покажу конкретно, что происходит. Установить связь с этим призраком, или кто это, или полтергейст это, или...
Или полтергейст это, или призрак, не знаю. Я еще на тот момент не знал конкретно. Возможно, там был полтергейст. Или, возможно, там была какая-то неупокоенная душа. Я только мог был догадываться. Я еще хотел обойти квартиру, показать вам все. Я очень много думал, чтобы провести ЭГФ. До этого момента, как я попал в эту квартиру, я много смотрел других блогеров и очень сильно вникал в ЭГФ. О, он меня сам сюда зовет или что? Что у нас тут? Все будет здорово. И вот представляете, вот это вот соседи постоянно вот так вот жалуются на вот эти вот непонятные, короче, блин, звуки. Нет, честно говоря, что-то мне уже начинает стрёмно становиться. Но кто-то недоволен явно присутствием и очень сильно недоволен. И да, это было заметно, что эта сущность, которая здесь обитала, она становилась сильнее и только сильнее. Что самое интересное, вообще непонятно на тот момент было, как она там оказалась. По поводу квартиры, что могу сказать? Эдик купил эту квартиру недавно. Кстати, очень дешево, как он мне сказал. Я теперь, наверное, понимаю, почему очень дешево. Историю данной квартиры особо неизвестно, почему здесь такое происходит. Что здесь вообще было, тоже непонятно. Единственное, что я только знаю, это тот момент, что здесь, я не говорю какие-то сатанисты, но жили какие-то непонятные люди. Вот. Да что там такое? Месяц где-то назад вот это вот началась эта фигня. Говорит, кстати, не сразу началась. Неделю здесь пожил, а потом началось. Вот, поэтому я надеюсь, я, наверное, в следующий раз приеду сюда с ЭГФом. И вот попытаюсь, короче, ролик, наверное, доснять третью часть с ЭГФом, как-то попытаться связаться с этим призраком или это полтергейст. Напоминаю, ссылка на мой второй канал будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Кому понравилась аналитика, обязательно напишите об этом в комментариях. Поставьте ваш палец вверх. Поддерживайте так канал. Напоминаю, в связи с войной, которая происходит у меня в стране, пока в данный момент, к сожалению, новые видео снимать я не смогу. Спасибо всем за понимание. Да пребудет мир на нашей земле. И все это будет благодаря Богу. Пока.